Короче, предыстория такова, что изначально я хотел сделать по этому поводу стрим, но поскольку я лох-мальчик, у которого очень слабый интернет, я решил для вас сделать хотя бы реакцию на Minecraft Live. Приятного просмотра. Я так ненавижу сраный бандикам. Постоянно, как только я начинаю запись в этой вот сраной программе, у меня постоянно не записывается звук. Какого хрена, сука, спрашивается, ты не записываешь мой звук? В общем, я хотел показать, что я проголосовал и не через лаунчер, а через специальный вот этот вот Minecraft Preview. Но мой звук просто не записался. И сейчас вот 15:39, голосование заканчивается через сколько? Через 7 часов. У меня есть еще 7 часов показать сервер Bedrock, потому что только на день он предоставляется. Я уже свой голос, правда, отдал, но сервер вам я показать обязан. Что там, как там и что. Я пытался как-то подключиться напрямую через Minecraft Preview. Ну, логично, чтобы подключиться к серверу Minecraft Preview, ты нажимаешь Minecraft for Windows, предпоказ, и играть. И слева должен быть кнопка играть в голосовое за моба, вернее говоря. Но оказывается, нет, не работало это. Знаете, что у меня сработало? Заходим во вкладку, открываем Minecraft Live. Нажимаем на кнопку «Голосуйте сейчас». Нам тут предлагают голосовать либо в лаунчере, либо во внутреннеигровом голосовании. Нажимаем на внутриигровое голосование. И только потом тут появляется кнопочка, где мы можем голосовать. Are you kidding me, Mojang? Сука, гений, голосование проводится в обычном Bedrock Майнкрафте. Какое превью? Ты шо, дебил, блядь? Импортируйте файл изображения со своего устройства, чтобы использовать его в качестве скина. Эта настройка не синхронизируется между устройствами и играми. Хорошо. Как скажете. What the fuck? Вот. Появляется вот это вот окошечко, да? Закрывается через 7 часов 30 минут. Но у нас еще есть время показать, что это за сервер. И тут Тайни Агнес сидит. В этом вся суть карты. Чтобы вы понимали, здесь текстуры ровно такие же, как из мультиков, которые мы видели про мобов. И Тайни, Йенс, Ву и Агнес стоят. Ждут, когда мы уже к ним зайдем, так сказать, в гости, чтобы их попроведывать. Я так дикцию свою и не это самое не поправил, как вы видите. Ну да ладно. Измените Майнкрафт навсегда. Какая моба? Хорошо. Какая моба должна присоединиться к Майнкрафт? Участвуйте в нашем блочном карнавале, играйте в мини-игры и отдавайте свой голос. Вы можете голосовать и играть столько, сколько захотите, но только окончательный голос будет учитываться. Победитель будет объявлен на Minecraft Live 15 октября в полдень EDT. Это, насколько я знаю, 19:00 по московскому, ну да ладно. У меня это, блин, сраных 11 часов вечера. Я, кстати, чай пью. Это здоровье подбадриваю. Я не больной, конечно, пока что, слава богу, но чай всему голова. Особенно после сегодняшнего утра, и какой я злой. Мне чай прям нужен как никогда. Сука, я его пролил на себя, а я теперь не добрый. Ага, то есть я не могу экипировать на себя свой скин, и я буду выглядеть как Стив. Ну зашибись, чё. Спасибо, Майнкрафт. И да, как вы только зайдете на сервер, вот такая красота вас встречает. Огромная постройка Раскала, огромная постройка Туфу Голема и огромная постройка Снифера. Я могу потом это обойти, если кому-то строителям надо, постройте такую же. Скорее всего, я буду подобное строить. Поезд в Minecraft Live. Это тот самый, который из трейлера. А вот эти вот 3 лягушонка самых главных его представителей, я так понимаю. Вам тут в кайфы, да? Им тут в кайфы. Я хотел сказать в своем видео то, что не обращайте внимания на лаги моей игры, на лаги сервера. Лаги сервера это потому, что тут, посмотрите, сколько людей обитает. А сам Майнкрафт у меня вообще лагает. У меня практически все игры лагают. Потому что компьютер не вывозит. Вы, блин, мои характеристики видели? Ну да ладно, нас встречают 3 таких главненьких персонажа. Главненьких какашечки. Поговорим сначала с Тайни Ву.
Странные подводные яйца, жутковатое присутствие в шахтах и движущиеся шляпы. Добро пожаловать на голосование за мобов. Я Крошка Ву. Голосование будет открыто всего 24 часа, пока прямой эфир Minecraft Live не выйдет в прямой эфир. Потом голосование завершится, и это место исчезнет навсегда. Это ваш шанс внести свой вклад в грядущие изменения. Крошка Йенс расскажет вам о голосовании, а Крошка Агнес о мобах. Не забудьте попробовать мини-игры. Согласен, смешно было. Мне не нравится выражение твоего лица, с которым ты на меня смотришь. Ну да ладно. Меня зовут Крошка Йенс. Добро пожаловать на голосование. Ваш голос определит будущее Майнкрафт. Помогите нам, разработчикам Mojang, выбрать моба, над которым нам работать дальше. Есть 3 идеи, но мы должны выбрать одну. Всего одну. Дерните за рычаг, чтобы проголосовать за полюбившегося вам моба. И круто, да, я тоже рад голосованию. Бессмысленно он, правда, до жопы, но все равно. А ты что скажешь? Привет, я Крошка Агнес. Добро пожаловать в этот мир мобов. Мы так рады рассказать вам побольше о мобах, чтобы помочь вам решить, за кого отдать свой голос. О ком из них вы бы хотели узнать? Снифер когда-то был частью экосистемы наземного мира. Теперь вы сможете вернуть вымершую моба, если сможете найти ее яйца. Выводите новых нюхачей, разводите их и выясните, как заставить вымершую толпу снова процветать. Там есть семена, которые может найти только ищейка. Ну, это кривой переводчик мне перевел как ищейка. Вообще, это нюхач должен был перевестись. Ну да ладно. А, я про других мобов не узнал. Ну ладно, тут, в принципе, вы и так все узнали с моего предыдущего видео. Клик по ссылке. Вот это рекламная интеграция, слушайте. Я же уже проголосовал за Снифера, в смысле, голос отдан. Ну ладно, вы зато видели, как я отдал голос Сниферу. Вот так вот стоят, они тут представляют мобов. Кстати, вот Снифер, кому интересно, вот я обойду, можете его построить. Вот в деталях покажу блоки. Ну, сзади я маловероятно покажу, потому что тут барьером все ограждено. Кстати, первая пасхалка, старый моб, сурикат. Кто помнит саванну, а? А, или это не саванна, а пустынь, я не помню, короче. И вот такое вот милое существо. Блин, серьезно, я теперь хочу всех 3 построить у себя на сервере в Майнкрафте. Это тот самый дом, в котором нам показали туху големов. Это тот самый дом, где у нас самое первое видео о голосовании вышло. И здесь стоит детектив. Cool. Cool. Same shit, bro. Глядите в оба и не пройдите мимо секретов. Тут можно найти сложные испытания, места, где можно повеселиться, и мобы из предыдущих голосований, тщательно спрятанные в разных уголках мира. Сможете найти их всех? Ну, всех я навряд ли найду, потому что я только одного смог найти. Вот, например, сейчас я вам показал суриката. А вот, например, здесь где-то, вот, обитает страус. Как бы хотели страуса, вот вам страус в виде картинки. А вот если зайти за Снифера, вот, например, на вот это вот холму. Холм. Холмец. Холмецацкий. Да. То здесь вы можете найти Мублума. Грибную корову. Только вместо грибов у нее на спине цветы. Неизвестного происхождения, потому что они ни на один из этих не похожи. Ну да ладно. А вот и Rascal. Можете его 3D объемный вид данного моба посмотреть. Давайте обойдем его, посмотрим на него, так сказать, с другого ракурса, сзади. Подождите, это что? Это у него такой рюкзак маленький. А что это тогда за хрень? Ну ладно, хорошо, допустим. Не знаю, за какой моб победит в этом голосовании, но они все какие-то не очень, если честно. Итак, ладно, теперь о мини-играх. Начнем с паркуров. В каждых 3 мобах находятся 3 разных паркура. То есть у Раскала он легкий, у Снифера средний и у тухлого голема сложный. У меня может при прохождении лагать, поэтому... упс, да, все верно. Хотите поднять паркур на вершину Раскал? Этот паркур здесь самый простой, все еще немного сложно. Наступите на светящиеся блоки, чтобы установить точки сохранения. Не падайте на землю. Как только окажетесь наверху, дерните за рычаг, чтобы позвонить в колокол. And here's the ring bell.
Кстати, вот еще строители. Перевязка, если вам интересно. Окей, Rascal. А, подождите, это снифер. Я дурак. Станьте единым целым с природой, плавая и поднимаясь по сниферу. Этот паркур средней сложности. Тиринь-пиринь, тарараринь, тарарарарарарара. Так, ну и вот и туфовый голем. Самый наименее детализированный из всех трех участников. Замерзать! Теперь разморозитесь и мчитесь по дому туф голым. I'm sorry, почему здесь играет музыка из трейлера? Туса. Ладно. Здесь, наверное, это для развлечения иногда добавляется. Но здесь нет мини-игры, здесь просто как покатайка по всей карте. Блин, я теперь даже не знаю, мне читать текст, ждать, когда закончится музыка. А, да, и все? Ну ладно. Что это было? Спуститесь вниз впервые всех в этом очень прыгучем испытании. Сможете упасть вниз, не задев ничего на пути. Следите за временем, на спуск вниз у вас всего 1 минута. Это дроппер, да. Кстати, вот он. Are you ready? Let's do this. 16,9. Новый личный рекорд. Класс. Тут, кстати, да, по рекордам все. 0,5 секунды. Как это люди так только умудряются делать? 0 секунд. Ну, это, скорее всего, читы, но как бы... Ладно, пусть будут. А вот тоже интересное, это ПВП. Эгегей, добро пожаловать на арену Крошки Йенса. Сколько вон вы успеете одолеть за 2 минуты? Попадение по мобам дает вам очки, на которые вы можете купить улучшения. Мы ее тоже сейчас заценим, и мы 5-е в очереди с 6, то есть мы в 6-ром пойдем сражаться против толпы зомби, скелетов и еще каких-то тварей. И криперов тоже. Но своеобразная тварь. Мы можем посмотреть, как тут люди сражаются. И дать им, например, яблочко. Ну, тут уже яблочко отдано, поэтому им уже это незачем. Посмотрим зато хотя бы, как они сражаются. Ладно, пойдем что ли пока узнаем, что там говорят про новых мобов. Сам туфовый голем — это статуя с изюминкой. Она оживает, когда он проснется, но будет ходить, он будет ходить, подниматься и держать любой предмет, который ему попадется. Не волнуйтесь, она вернется на то же место, куда вы ее поместили, когда превратится обратно в статую. The Rascal — озорная толпа, которая любит играть в прятки. Он скрывается в подземных шахтах, ожидая, пока его найдут. Озорной моб, который любит играть в прятки. Моб Rascal обитает в подземных шахтах и только и ждет, чтобы его нашли. Если вы замените одного или того же моба Rascal 3 раза, он даст вам награду. Неважно, битва. Вау, гайс, вы такая сложная команда. I can't. 58 очков. А мы неплохо справляемся, слушайте. 155. 6 волн пройдено, неплохо. Вот в этих горах я более чем уверен находится iSoldier, но я не знаю, как туда попасть. Вот просто, если знаете как, то скажите, но, наверное, уже будет слишком поздно, да? Вот так вот выглядит голосование на сервере Bedrock. Если у вас проголосовать через сервер Bedrock нет возможности, то вы можете сделать это через лаунчер или через официальный сайт Mojang. Ой, Minecraft. Mojang, Minecraft, Microsoft. В чем разница? Как бы все три начинаются на букву М. Ну, в общем-то, да, вот я на фоне Агнес, Йенса и Снифера. Мы вместе вчетвером ждем начала Minecraft Live, чтобы посмотреть, что добавят в 1.20, какие-то еще приколюхи, связанные с Minecraft Legends и Minecraft Dungeons. И после этого мы узнаем, кто из мобов победитель. Ожидаем. Итак, до начала Minecraft Live осталось ровно 20 минут. Вот я открыл словно Minecraft Live видео. Coming soon тут написано, и вы прямо можете видеть
мою вкладку Ютуба. Кстати, да, не спрашивайте, что это такое. Превьюха меня тут не очень сильно, как бы, радует. Типа по превью и по названию проверяем 100 мифов за 24 часа. Миф номер 99. Сможем ли мы верхом на двухместном велосипеде в красной и желтой майке, обязательно велосипед должен быть с желтой рамой, поплыть по низкодонному морю, вообще есть такое слово низкодонное, чтобы нас при этом не сожрала огромная акула, которая уже учуяла нас и плывет на нас со скоростью более 100 километров в час. Ну, да, как-то так. У меня впечатление об этом превью с названием. Первые 30 минут трансляции, что я могу об этом сказать? Я смотрел 2 раза первые 30 минут трансляции, там нет ничего интересного. Там в основном показывают всяких ютуберов зарубежных и не очень. Я, кстати, очень сильно надеюсь, что тут будет кто-то из наших. Ведь у нас из России 2 официальных рестримера, как бы. Это Shadow Priestok и Nerkin. И если типа с Shadow Priestok'ом все понятно, я давно не видел у него Майнкрафт на канале, то вот Nerkin, я не знаю, что я с вами, паразиты, сделаю, если вы не вставите сюда Nerkina. Ну да ладно, поживем, увидим, впрочем. Ожидаем начала трансляции, 16 минут 44 секунды. Оно у меня выделение отменяет, ты собака. В общем, 16 минут осталось, ждем. Ждем. За качество извиняюсь, кстати. 13 минут говорит до начала шоу, но для начала давайте мы покажем вас каким-то рандомным челом зарубежных ютуберов, которых вы даже не знаете. Hello everyone, I'm Kiralis. So my Minecraft journey started more than 11 years ago. I've always been fascinated by architecture, and Minecraft became the perfect canvas to unleash my creativity. And ever since, I've been placing blocks. Does anyone remember my first Minecraft build on YouTube? Hotel Kielbasa. Don't ask. And please bear in mind that back then, most Minecraft players lived in super scary dirt holes or tiny wooden boxes. So I started making building tutorials on my YouTube channel, and a thriving builder community was born. One of my biggest Minecraft Короче, это стандартная история про пацанчика, который типа вот, начинал с низов, поднялся на гору, начал строить офигенные такие города. Вы просто посмотрите, какой он просто город отстроил, охренеть можно. Не, есть тут нормальные как бы эти проекты, но тут некоторые ютуберы просто фигню куда смотрят. Он будет показывать сейчас, как строить рабочую баскетбольную площадку. Короче, он показывает всякие разные механизмы простые, которые можно сделать вот так вот просто. На выдвижные лестницы, всякие такие хрени, домик на дереве, он, наверное, сейчас покажет, как сделать. Ага, что-то опять с Лего связано. Короче, он собирается сделать музыку из частей Лего. Он создал синтезатор целый из Лего и рабочий. Серьезно? Вот это ничего себе человек креативный. Ну из Лего, мне кажется, скоро настоящие живые рабочие модели в автомобиле создавать будут, как по мне. Правда, срок эксплуатации у него будет такой себе и цена. Да, ого-го. Это China Edition? Почему этого до сих пор нету в обычной Java? Почему это есть только эксклюзивом на китайском Bedrock, ой, на китайской Java? Вообще, как устанавливаются моды на китайский Minecraft? Там вообще такое можно? Вот объясните мне, дураку, зачем вкладывать вот в такие вот видео вот столько энтузиазма? Я понимаю, что надо как-то передать эмоции видео, но не в таком же экспрессионизме. О, кстати, прикольные динозавры. Вы, кстати, не обращайте внимания, то, что у меня такая тупая и не связанная реакция будет, потому что у меня 22:42 на часах. Мне уже скоро вообще спать идти. Hey everyone, I'm VooBuoy here backstage for a quick reminder on this year's mob vote. We have the Sniffer, the Rascal, or the Tough Golem. Which Sniffer! There are 3
three ways to vote. You can go and log onto our server on Bedrock Edition, or vote directly in the Minecraft launcher. Он, короче, говорит, то, что скоро голосование закончится, поэтому быстро пи***те и голосуйте за мобов. Да тут, мне кажется, результат очевиден, но хотя фанаты Дрима могут сделать что угодно. Oh yeah, it's Minecraft Dungeons time. 90 уровень, ничего себе. А у меня какой уровень? Подождите, я не помню. Но у меня тоже что-то под сотку, под 160, 180, может, я не помню. Какой он гаджет выбрал на лук? Какой вот это вот... Нахрена? Понятно, выбрал себе маленькую сложность и вот так вот. А, 127 уровень, ну понятно. Как у него 190 уровень и вещи 124 уровня? Алло, чел, ты как развиваешься в Legends? Ой, в Dungeons. Тот же чел, который... Да, этот мод я знаю. Тот же чел, который нам спалил 3 мобов на голосовании, спалил то, что это обновление будет про археологию. Но мне кажется, то, что это будет обновление не только про археологию, а иначе Моженк очень сильно обосрется с его анонсом. Потому что добавлять только археологию в Майнкрафте это такое себе. Там в механике особо-то ничего нового и не... Ну, в смысле, ничего такого масштабного не происходит. Просто блок уменьшается и все. О, это Крис, женского пола. Зачем ты сделала себе скин, где не видно глаз? Ты что, в сраном аниме? Не, ну нормально, тут пацанчики еще развлекаются, по-своему, конечно, свои специфически, но развлекаются. Зачем она поставила ступеньки? Ладно. А, наверное, ступеньки поставила, чтобы туда воду не разлили. Блин, гений. Так, а может, подожди, а можно же просто shift нажать и все равно вода разольется. Ладно, хорошо, она этого, наверное, не продумал, но все равно сработает тогда. На самом деле нет, ну да ладно. О, весь Франц. А зачем он на фоне багетов, бубликов и круассанов сидит? Чтобы типа показать, вот люди, смотрите, я точно француз, вы мне поверьте. Ядрить, посмотрите, как красиво. Надо нанять себе гастарбайтеров французов, ладно. Ничего себе, повезло, 2 кускмана рядом. YouTube is preparing a wonderful tribute video to remember him. Technoblade never dies. Technoblade never dies, говорит. Они решили, короче, почтить память Техноблейда на стриме, да? Ну, нормально. Это довольно хорошая честь. Жалко паренька, конечно. Интересно, а если я со своим другом буду в Dungeons играть, это тоже добавят в Minecraft Live? А где Неркин? Почему вы каких-то ноунейм челов добавляете сюда, а великих людей из Лиги Кубизма не добавляете? Окей, Minecraft Legends, да. Мне интересно, как сейчас студия выглядит. О, это продолжение с трейлера. Интересно. Я хочу себе плюшку с лягушкой из Майнкрафта. Я вот о чем подумал. Кек. Let's take a look at our 3 mob choices that you, the Minecraft community, will choose. Короче, говорят, мы сделали что-то новое, то, что вы уже об этом знаете, его снова представят новых мобов 3. There are still 2 ways you can vote right now and for about 15 minutes. Either head straight into the Minecraft. А, короче, кто не успел, того заходите на Minecraft.net и там голосуйте, у вас 15 минут.
А моженкам золотой и голубой цвет-то нравится, насколько я понимаю, да? The game gives you a story, and then that's the story that you take. But in Minecraft, it's all about the stories that you make. And so every time you log on, I log on, all of our players log on. The stories that you make, to all of our players, the stories you make are the most important stories in Minecraft. So, Какой ты душнила, господи, я не понимаю ни одного твоего значения слова. Говорит, что историю мы придумываем сами, поэтому, наверное, в Minecraft Legends вы тоже сами придумаете историю, да? Да, короче, вы сами будете придумывать историю вот этой игры, да? is where we start our adventure in Minecraft Legends. It's where А, это то самое место, короче, где вы начинаете свои приключения. И это то место, откуда вы начинается ваш путь. А что с графикой? Вернее, графика-то ладно, она майнкрафтовская. Что с визуалом? And that, you know, just play some music, and that will bring in the allies into the world. They love music, and they will help you to gather materials and build buildings and stuff. Ага, короче, каких-то миньонов вы будете спавнить, которые будут слушаться вам только если вы сыграете музыку рядом с ними. И они типа очень любят музыку, и чтобы они слушались вас, вам надо сыграть эту музыку. icky form. Oh shit. What the hell is that abomination of Nether? So there's a lot of mobs who will show up and be very Ядрить, прикольная черепашка. Дайте мне такую текстуру, хочу такого. Some of the mobs will be familiar to players of Minecraft already. Дайте мне текстуры и модели этих животных, я хочу их в оригинальном Майнкрафте увидеть. Это слишком мило. Ага, сейчас будут бета-тест игры проводить. Вот это интересно уже. Смотрите, тут есть какие-то вот эти вот LA желтые и голубые. Наверное, один из них строит, а второй ломает. И тут блоки какие-то. Но выглядит очень красиво. Ага, вот, да, я как я и говорил, голубой LA добывает дерево. Короче, какие-то кусты подрогал, и теперь он очень быстрый. Фиг пойми, какие кусты он подрогал, ну да ладно. А это не слишком читерно? Ну, ландшафт, конечно, не очень, если честно. Ага, в этих сундуках можно дополнительных LF себе находить. А, нет. Нет, это просто сундуки LF, в которых какой-то лут находится. А для чего эти блоки-то нужны, я понять не могу. Ага, коррозии из этого портала из Незера, и там база этих самых пиглинов. Ага, эти ресурсы нужны для того, чтобы строить всякие сооружения по типу зданий, мостиков, всего такого дерьма прочего, да? То есть, по сути, это просто Майнкрафт, но более простой, с более сложным сюжетом и с боевой механикой хорошей. Короче, тут тактика простая. Подзываешь к себе мобов, направляешь их куда надо, и они идут, воюют. Ну, что-то как-то... Как-то такое себе. Воу. Ну, выглядит, конечно, прикольно. Конечно, часть про боевую механику мне не очень понравилась, но как бы у каждого свои вкусы. Ага, синематик трейлер. Ну, жители тут очень странные. Ага, здесь мобы в содружестве живут. То есть, как не в обычном, как в Майнкрафте, тут все в содружестве, как я понял, живут. Видимо, все, кроме пиглинов. Жареного кролика превратил. Прикольно. Ядрить, у них там что происходит.
Интересно, в чем их мотивация захватывать наземный мир? Action, knowledge, come with me. We must witness this together. You got a chance to choose your favorite mob. Все, закрыто голосование. Надеюсь, вы проголосовали, говорит. In Legends, we have the Allays, and the Allays were created for Legends to solve a problem, like how can the player build and collect resources while focusing on the big picture of the strategy. But when we thought about the Allays, we thought about and also like what do they mean for the bigger Minecraft mythology, if we would call it that, and what would it mean for the vanilla experience. Вот всех тех, кто говорил, типа, то, что результаты голосования предыдущего очевиден, они говорят, вот то, что они сначала в Legends создали такой моб, а потом они уже в Майнкрафте его разрабатывали. О, Агнес, дорогушенька моя. Element Animation has made your dreams come true. That's amazing. Element Animation, но он бог, он легенда анимаций. Come down to the dark, there's no one around. An ancient city with riches to be found. But don't make a peep and be light on your feet. 'Cause if you make a sound, there's something you'll meet. Это монстр Франкенштейна. It has no eyes. It can sense you in the dark and hunt you as you hide. Oh no, it's too late. You've sealed your fate. It just needs a whiff, and it can find you with one sniff. You steal and you rob, invading its home, causing a commotion. Get out of this catacomb. Souls beat in its chest. There's no time to rest, and you've been a bad guest. So run, you cacophonous pest. Come down to the dark. Прикольная анимация, конечно, но так большинство вещей в Майнкрафте не работает. Tiny Boo's doing what? Yes, I can't believe it worked. Тайни, ах ты, суп. Number of votes is Ага, самая маленькая. Goodbye. Ну, естественно, потому что Тав Голем самый бесполезный среди всех. Если хотите, короче говоря, узнать о новых плюшках, то заходите к ним на канал, подписывайтесь, смотрите видео. That's how the LA works. И вот как работает LA. Но они тут забавляются. Вы нам Minecraft Dungeons обещали показать, где. Now let's talk about Minecraft Dungeons. And for О, that, наконец-то. Давно не было обновлений. I think everyone wants to hear that. Yes, and the amazing thing is that now we're ready to announce that we're releasing Seasonal Adventure 3, which is called the Fauna Fair, and it is all Fauna about Fair, pets ага. and new animals to come to the universe of Ёжик, Minecraft. выдра, So you can see пингвин, we started with some сурикат или Fossil кто Horn, we это have такой? Some otters, some ferrets, some penguins, and my personal favorite, which is the hedgehog. I see why. Yes, and it's Oh my god, it's Sonic the Hedgehog, the fastest thing alive. my favorite. And О, the красная country панда. from Minecraft Earth. Почти что такая же, как я нарисовал в своем текстур-паке. Mission set in the jungle by Три топ Тенгл, новая миссия в джунглях. Вау. Yeah, I love that. Вертикальный уровень, чью. Но Но добавят этого торговца, который будет менять чары на бронях. Воу, вот это уже хорошо.
То есть, если у тебя выпала уникалка с дерьмо-чарами, то ты можешь их поменять, ничего себе. Это про башню, но я в башне дальше 15 уровня не заходил, потому что в жопу ее. Я, кстати, только сейчас заметил, я затупок. В башню можно вдвоем идти. Знаете, вдвоем. Вот это уже попахивает больше на замануху. Почему вы это сразу не добавили? Почему мы должны мучиться? Когда мы это получим? Очень скоро. 19 октября. То есть через 4 дня, начиная с Майнкрафт лайва. Не, ну нормальное обновление. Конечно, не такое высокие DLC, как я ожидал, но тоже неплохо. Сапер в Майнкрафте, я хочу. Господи, бедная Агнес, у нее, судя по голосу, она тоже спать хочет. А кто не хочет? Нам обещали показать сейчас новое обновление. Готовьтесь, ребята. Короче, она говорит, что не ожидайте от них каких-то высоких гор в скором времени, потому что то, что делается в Майнкрафте, это делается очень трудно и затяжно. Поэтому просьбу подождать. На самом деле она говорила то, что мы не будем сразу предоставлять все фичи обновлений, чтобы не завышать планки, чтобы они не говорили то, что вот, вы нам обещали то-то, а вы этого не сделали. Вот такие вот сволочи. То есть вот так вот. Чи у нас будет представлять новый обновление Майнкрафта 1.20. А в World Update в трейлере там было не только Стив Алекс, еще какие-то другие люди. Кто эти люди? Они добавляют новые дефолтные скины. Чао. Я не знаю, хорошо ли это или плохо, но... Для меня Стив и Алекс навсегда останутся одними единственными главными героями. Не знаю, будете ли вы пользоваться дефолтными скинами или нет, но они будут. В скором времени. Подвешивающиеся таблички. Это то, чего не хватало с тех времен, когда я начал играть в Raft. Это охрененный блок. Серьезно, это офигенный блок. Добавьте его поскорее, Моджан. В нашем ССК это было бы вообще идеально. Бамбуковые блоки, заборы, ступеньки и дверь. Йоу! Вот это круто, реально. Вы представляете, как строительство для билдеров изменится, если это добавят? Мозаика из бамбука. Как линолеум выглядит, кстати. Можно прекрасно линолеум себе подстелить под ноги. Да ладно. Они добавили плот в игру, мы реально в рафт играть будем. А, ну ладно, это рафт какой-то маленький плот. Я думал, он такой большой будет. Но все равно неплохо. Плот из бамбуков. Книжные полки. Они текстуру поменяли? Они функциональными теперь станут. Нормально. Ну, может быть, я не знаю. Может, это просто показывает, что смотрите, что мы можем. Ага, они будут работать с редстоуном, ну это логично. Верблюд. Прикол. А что они делать будут? Ага, это животное, на котором можно вдвоем кататься. А нахрена тогда ложит... Что это, мать вашу, сейчас было?
А нахрена тогда лошади нужны? А, наверное, лошадь, потому что быстрее движется, а на ней зато можно вдвоем покататься. Нормально. Be out with your friend, and Agnes, for example, is using the camel and moving around and dashing out of danger, and I'm with the bow, can sort of shoot and attack behind, and that collaboration I think is really, really cool. Ну это удобно, да. And as you can see here, the many mobs can't reach us because of О, даже так. Так это вообще... to feel how it is to be tall. Это лучшее наездное животное. Единственное, что оно не может перевозить вещи, как осел, ну да, все же. Yeah, I've seen many videos of camels eating. Блин, какая прикольная у него поза. You will actually be able to playtest new features in betas, snapshots and previews used a few days from now. Ага, то есть мы это все можем заценить в скорых снапшотах и бетах. Блин, это круто. А как обновление это называться будет? Оно безымянное будет, что ли? Просто вот эти фишки добавят и все? Очень странно. Такого со времен 1.4 не было. Или 1.5 даже. Ну, конечно, такое себе обновление. Оно и безымянное, и мало что привносит в себя. Как-то грустно. Эх, мальчик, ты просто не знаешь истинной сути, которую уже сейчас я познал. Я от своих старых слов не отказываюсь, хоть и как-то слабенько все вышло на Minecraft Live, но надеюсь, что в этом году нам еще какие-то прикольные фичи преподносят в этом обновлении. Так, сейчас узнаем, кто победил из мобов. Более половины процентов голосов. Мне уже страшно, кто это. Sniffer. И снифер, круто. Нормально. Круто, бесполезный моб. О. Типа не успел. Нормально. Или это он типа их ждет обратно. Minecraft Live был офигенным. Ну что могу сказать, я шокирован и одновременно возмущен, потому что я думал, что тут будет что-то масштабное, что ли, а тут просто добавили блоки из бамбука, подвесные таблички, рафты, эти плоты и верблюдов, по сути, это все. И новые дефолтные скины, ну как-то печальненько. И этот снифер. Блин, все равно как-то печальненько, я не знаю. Я думал, что тут будет что-то более масштабное, более глобальное. Тут просто, нате вам, показали обновление. Оно даже имени не имеет, но оно будет в скором времени. Уже грустно, конечно, но обновление есть обновление. Ждем с нетерпением, посмотрим на новые фишки. Возможно, я даже сниму на них обзор. Кто его знает. Ну ладно, наверное, будем с вами прощаться. Вон с нами уже вот эти вот... Баг какой-то. Эти уже с нами попрощались. Впрочем, с вами и я попрощаюсь. Спасибо всем за просмотр. С вами был Прочер. Еще увидимся.